Всем привет! С вами канал со сложным названием dachaclubmd.ru, и давайте разберемся, на чем ездят китайцы в Китае. Ведь этот вопрос часто звучит в комментариях и в основном как упрек. Есть мнение, что те автомобили, что привозят к нам из Поднебесной, просто не нужны на родине, а сами жители Китая приобретают исключительно иномарки. Что же, если судить по статистике продаж автомобилей в прошлом году, в этом утверждении на самом деле большая доля истины. 60% проданных в стране машин в прошлом году иностранные. Импортные бренды третий год подряд опережают отечественные. Иностранные марки потеряли в прошлом году 6% продаж по сравнению с падением китайских брендов на 8%. В результате доля отечественных китайских брендов упала до самого низкого уровня с 2014 года, до 38%. Однако, если смотреть по происхождению марок, местные все равно остаются на первом месте. У европейских 25% продаж, а у японских 23%. Доля американских брендов составляет 10%, южнокорейских 3,5%. Стоит также отметить, что в первой половине этого года в Китае падают продажи зарубежных марок, в основном из-за снижения количества чипов. Местные производители меньше страдают от этой проблемы. В сухих цифрах процент отечественных автомобилей на китайском рынке составляет 44%. По результатам продаж за первое полугодие этого года в десятку самых востребованных машин китайского производства вошли уже так или иначе знакомые нам Haval H6, Wuling Hongguo Mini EV, Chang'an CS75, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 и Geely Emgrand. В топ-10 самых успешных автокомпаний в этом году всего 3 китайских, но в топ-20 уже половина. Всего на авторынке Китая на данный момент представлен 101 бренд. Из интересных тенденций выделю падение продаж традиционного лидера рынка Volkswagen. Он терял долю рынка каждый месяц прошлого года и в итоге упал сильнее остальных в топ-10. А вот в топ-20 есть неудачники и посильнее – Hyundai и родственные Baojun и Chevrolet. Зато наиболее высокий рост продаж в первой двадцатке показал Chang'an. Обратим также внимание на еще несколько результатов. Почти двукратный рост продемонстрировал бренд Hongqi. Он на 26 месте с результатом 170 тысяч машин. В топ-30 также вошли два относительно новых бренда – Lynk & Co и Jetta. Самым продаваемым новичком китайского рынка стала Tesla, занявшая 32 место с более чем 135 тысяч продаж. Она опередила Li Auto, Leapmotor, Geely Maple и Ives. Другие стартапы по производству электромобилей установили свои новые годовые рекорды. Так Ora, суббренд Great Wall, стал 40-м, NIO 43-м, Xpeng 51-м, Weltmaster 54-м и Neta 61-м. Что касается моделей, то здесь в первой половине этого года лидер Nissan Sylphy с более чем 200 тысяч продаж. На втором месте находится Haval H6, что делает его одновременно самой популярной отечественной моделью и самым популярным кроссовером в Китае. Toyota Corolla заняла третье место, а Wuling Hongguo Mini EV неожиданно заняла четвертое место, отставая от Corolla всего на 500 продаж. Очевидно, что Mini EV является одновременно и новичком с самыми высокими продажами, и электромобилем с самыми высокими продажами в Китае в этом году. И вероятно, так будет до конца этого года. Также отлично провел год Changan CS75 и версия FL и версия Plus. Рост на 58% позволил ему ворваться в топ-10, опередив Geely Atlas, Volkswagen Tiguan и мирового бестселлера Honda CR-V. Кстати, кроссовер от Haval единственный в топ-5. Остальные 4 самых популярных автомобилей – седаны, причем импортные, хотя и выпускаемые в Китае.
А как же дела у популярных в нашей стране китайских кроссоверов, которые не дотянули до высоких мест в рейтинге? Так, Geely Coolray в Поднебесной за первое полугодие купили 68 тысяч раз. Chery Tiggo 4, ставший бестселлером среди китайских машин у нас, не так востребован в Китае. За полугодие всего 44 тысячи проданных машин. Чуть ниже продажи еще одного представителя Chery Tiggo 7 Pro. За полгода его приобрели 40 тысяч клиентов. Премиальную Geely Tugela в Китае не поняли, поэтому за полгода было реализовано лишь 11 тысяч машин. Ну и пробежимся по хавалам. За полгода H9 купили 10 тысяч раз, Jolion 30 тысяч, а F7 35 тысяч. Стоит отметить интересную особенность китайского рынка – любовь к седанам. Продажи в сегменте кроссоверов в Поднебесной выросли на 30%, достигнув новой рекордной доли в 47%. Седан пока держится на первом месте, но их преимущество уже минимальное – 48%. Между тем, доля минивенов упала на 1% до самого низкого уровня с 2012 года и составила 5%. Добавлю только, что традиционно доля иномарок в Китае выше в крупных мегаполисах. В провинции же граждане чаще ездят на местных моделях. И все-таки китайцы все чаще выбирают отечественные автомобили. Особенно очевидна данная тенденция среди кроссоверов. Что касается седанов, в данной сфере все еще господствуют зарубежные машины. Однако со временем местные марки, возможно, оккупируют и эту нишу. Ведь уже становится понятным, что китайские бренды приобретают все больше доверия и престижа среди населения Поднебесной. Предлагаю еще вашему вниманию интересную инфографику. Вы можете наглядно увидеть, как и когда Китай вырвался в топ стран по производству автомобилей. Ну а на этом все. Не забудьте указать в комментариях, как вам успехи Китая в автомобилестроении и про что нам сделать следующее видео. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что Китай скоро захватит весь автомир. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.